Всем привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео я буду вязать вот такую рельефную салфетку крючком. В диаметре такая салфетка 40 сантиметров. Вязал я ее вот такой пряжей. В этом моточке 150 грамм и 500 метров. Это марка пряжи бразильская, потому что я здесь живу. В странах СНГ вы такую пряжу не найдете. Но вы можете вязать абсолютно любой хлопковой пряжей и подходящей под пряжу крючком. Вязал я ее крючком 1,75. Эта салфетка по весу у меня вышла 97 граммов или 323 метра. В этой салфетке 33 ряда. Далась эта салфетка мне непросто. Я распускал ее порядка 3-4 раз. В процессе работы мне не нравилось, как салфетка ложилась в некоторых местах. Она то фалдила, то стягивала. Но итоговый результат вы уже видите, и это значит, что я все-таки ее довязал и делюсь мастер-классом вместе с вами. Вот так выглядит блокировка этой салфетки. Я начинал блокировать с центральной части, постепенно растягивая салфетку и пробираясь уже к самым крайним пико. До и после блокировки, конечно же, у салфетки совершенно другой вид. Конечно же, я рекомендую вам не лениться и стараться блокировать салфетку в разных местах. Это все же необычная, непростая салфетка, которую можно заблокировать только по крайним пико. В рельефных салфетках лучше блокировать каждый элемент. Чем больше иголок вы потратите, тем лучше у вас будет результат. Видео с рекомендациями по блокировке я оставлю в описании к этому видео. Если у вас нет большого опыта в вязании рельефных столбиков, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться и уже потом приступать к этому мастер-классу. Поставьте этому видео лайк, вам не сложно, а для меня это очень важно. Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю. Здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытаскиваем ее. И у нас образуется вот здесь вот такая петелька. Теперь в эту петельку мы цепляем рабочую нить и вытаскиваем ее. Сейчас вот так придерживаем и аккуратно вытаскиваем пальцы, чтобы у нас ничего не развалилось. Теперь держим вот так наше вот это кольцо. И протягиваем уже рабочую нить. И затягиваем. Все. Вот наше кольцо амигуруми. Еще раз покажу. Берем нить, кладем на палец, оборачиваем, скрещиваем. Сзади придерживаем. Под первую нить вставляем крючок и цепляем вторую. Вытягиваем. У нас образуется здесь вот она петелька. И теперь в эту петлю цепляем рабочую нить. Вот так я придерживаю, вытаскиваю пальцы аккуратно. И теперь протягиваем эту рабочую петлю, затягиваем. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков без накида. Выполняем одну воздушную петлю подъема. Она за столбик не считается. И теперь уже в кольцо вяжем 12 столбиков без накида. Крючок в кольцо, цепляем нить и провязываем столбик без накида. Опять крючок в кольцо, цепляем нить, провязываем столбик без накида. И так провязываем 12 столбиков. Вот эта корявая не считается, воздушная петля подъема. Вот уже столбики пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков без накида. Вот считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот это маленькое не считается. Теперь возвращаю крючок. Вот за этот хвостик мы теперь аккуратно вот так тянем и замыкаем все вот эти наши столбики в кольцо вместе. Чересчур сильно не тяните, чтобы случайно не оборвать нить. Все, вот так замкнули. И теперь вот этот хвостик я кладу вот так сверху рабочей нити, вот туда назад. И теперь в первый столбик, вот это воздушная петля подъема маленькая, и вот уже следующий, самый первый столбик, в него вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Все, соединились.
Вот таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик я назад возвращаю. И сейчас вот так в вязание мы его будем прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы выполнили первый столбик с 3 накидами. Теперь выполняем еще 3 воздушные петли, как арка. 1, 2, 3. Выполнили вот так столбик с 3 накидами и арка из 3 воздушных петель. Теперь выполняем 3 накида на крючок. И в следующий столбик, вот отсюда мы выходим, и уже в следующий провязываем столбик с 3 накидами. Первый накид, второй, третий и закрываем столбик. Вот так столбик с 3 накидами. Затем опять 3 воздушные, 1, 2, 3. При этом у меня вот этот хвостик, вот я его цепляю под столбиками, чтобы его туда замкнуть. 3 воздушные сделали, опять 3 накида на крючок. И уже в следующий столбик провязываем также столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 и закрыли. Опять 3 воздушные, 1, 2, 3. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик предыдущего ряда мы выполняем столбик с 3 накидами. И между столбиками 3 воздушные петли. Итак, провязали второй ряд до конца. Выполнили все вот эти наши столбики с 3 накидами, 3 воздушные петли. И соединиться можно прям вот так. За сам столбик мы цепляем за воздушные петли подъема и провязываем соединительную петлю. Вот так. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. Накид, и в эту же арку, сюда же, нам нужно провязать еще 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. То есть мы провязали в арку всего 4 столбика с 1 накидом вместе с воздушными петлями подъема. Теперь выполняем 2 воздушные петли и в следующую арку выполняем то же самое. 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3 и 4 столбик. Опять 2 воздушные и в следующую арку также 4 столбика с 1 накидом. И таким образом вяжем ряд до конца. В каждую арку выполняем по 4 столбика с 1 накидом. И между такими группами столбиков из 4 у нас 2 воздушные петли. Вот так. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли и теперь соединяемся следующим образом. Вытягиваем немножко петлю, вставляем крючок сзади наперед между первым и вторым столбиком, то есть между воздушными петлями подъема и вторым столбиком. И теперь уже мы цепляем вот эту нашу рабочую петлю и вытягиваем ее туда-назад. Вот так. Теперь вот эту нить я вот так сюда сейчас верну. Туда-назад. Все. И так как мы соединились вот таким образом, у нас в следующем ряду будут изнаночные столбики с 1 накидом. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это как первый рельефный изнаночный столбик с 1 накидом. И вокруг каждого из следующих 3 нам нужно также провязать по одному рельефному изнаночному столбику с 1 накидом. Выполняем накид, вставляем крючок сзади наперед, обхватываем тело нашего следующего столбика, туда крючок назад, цепляем рабочую и вытягиваем. Все, здесь уже провязываем как обычный столбик с накидом. То есть мы провязываем не в вершину столбика, а прям за само тело столбика, вот так сзади, наперед, туда прям толкаем столбик назад, цепляем нить и вытягиваем. Таким образом у нас получаются изнаночные столбики. Накид, опять вставляем сзади наперед, за столбик, цепляем рабочую нить и протягиваем. Вот так у нас получилось 4 изнаночных столбика с 1 накидом. Затем выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И выполняем вокруг каждого из следующих 4 столбиков также по одному изнаночному столбику.
То есть вот так крючок сзади наперед, цепляем туда, прям назад толкаем столбик и провязываем столбик с накидом. Он у нас получается рельефный, изнаночный. Опять накид, сзади наперед, туда, назад и столбик с накидом. Накид, опять сзади наперед, столбик назад и провязываем с накидом. И четвертый столбик, столбик с одним накидом. Вот у нас получаются рельефные изнаночные столбики. Затем у нас 3 воздушные, 1, 2, 3. И таким образом провязываем ряд до конца. Вокруг каждого столбика выполняем по одному рельефному изнаночному столбику. И между ними 3 воздушные петли. Провязали 4-й ряд до конца, выполнили последние 4 столбика рельефные изнаночные с накидом. И нам остается выполнить последнюю арку. Но мы ее заменяем. Вместо 3 воздушных петель мы выполняем накид. И теперь в 3-ю воздушную петлю подъема, то есть, грубо говоря, с первым столбиком, соединяемся, то есть провязываем столбик с накидом. Вот так. То есть мы таким образом завершили 4-й ряд и выполнили последнюю арку из 3 воздушных петель. Теперь приступаем к 5-му ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, и сюда же в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. То есть мы выполнили 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Теперь выполняем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в следующую арку, то есть все столбики мы пропускаем, и в следующую арку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3-й столбик с накидом. Опять выполняем 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующую арку выполняем то же самое, что сделали в начале ряда. То есть 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же. 1, 2. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующую арку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные. 1, 2, 3. И продолжаем вязать ряд таким образом до конца. То есть вот у нас чередуется. Вот так 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И просто 3 столбика. Вот у нас вот так чередуется. И между ними здесь по 3 воздушные. Вот здесь у нас 2 воздушные. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли. И теперь в 3-ю воздушную петлю подъема мы просто соединяемся с соединительной петлей. Все, таким образом наш 5-й ряд завершен. То есть у нас по рисунку все сходится. У нас чередуются вот эти группы столбиков. И просто 3 столбика. То есть вот мы начали с этих групп и закончили 3 столбиками. Теперь приступаем к 6-му ряду. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик. 1 воздушная петля подъема. И выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика. Вот так накид. Обхватываем вот этот столбик, самый первый. И провязываем уже как столбик с одним накидом. То есть у нас получился рельефный лицевой. Теперь сразу же в следующую арку выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. 1, 2. Накид. И вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. То есть вот так мы будем выполнять сейчас вокруг вот этих всех групп. Теперь выполняем 2 воздушные петли и сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида.
опять 2 воздушные петли, накид. И вот у нас 3 столбика перед нами. Крайние мы будем пропускать, а вяжем только вокруг среднего столбика. Вот так вокруг него также вставляем крючок и провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Раз. Два. И третий столбик. Вот так. Опять 2 воздушные петли. И сразу же в следующую арку столбик без накида. Опять 2 воздушные, накид. Вот эти крайние столбики мы будем пропускать. И вот вокруг следующего выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Сразу же в следующую арку 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. 2 воздушные, столбик без накидов в следующую арку. И тут у нас уже опять все повторяется. Выполняем сейчас опять 2 воздушные и выполняем 3 рельефных столбика. Вокруг среднего столбика крайний мы пропускаем. Вот так. Вяжем таким образом ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, было полезным, интересным. Мне будет очень приятно об этом узнать. Ну а ваши лайки скажут об этом лучше всего. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и заглядывайте ко мне в Instagram. А с вами был я, Эд. До скорого.